Залог успеха в интимной близости мужчины в долгосрочной перспективе несет в себе высокий уровень тестостерона в его организме. Жизнь мужчины в современном обществе довольно часто негативно сказывается на уровне его тестостерона и, как следствие, ухудшает его половую жизнь. Приветствую вас, друзья! В этом видео мы поговорим о тестостероне. Как его низкий уровень сказывается в целом на мужчину, как самостоятельно без сдачи анализов можно приблизительно определить его уровень. Проведем небольшое тестирование, поэтому смотрите это видео до конца. Не забываем подписываться на канал, комментировать, а также ставим пальцы вверх под видео для отличной эрекции. Тестостерон является главным мужским половым гормоном, и его недостаток может привести к проблемам со здоровьем. А как известно, на половую активность, на хорошую эрекцию влияет в большей степени не возраст, а состояние здоровья мужчины. Если мужчина поддерживает хорошее здоровье и физическую активность до преклонных лет, вовремя лечит болезни, особенно связанные с мужским здоровьем, регулярно выполняет действия, направленные на профилактику этих заболеваний, то он может похвастаться хорошей эрекцией и в возрасте старше 70 лет. А если с молодого возраста себя запустить, вредные привычки, питание без меры с употреблением неправильных продуктов, низкая физическая активность, то и в 30 лет не будет эрекции. То есть хорошая эрекция – это не показатель возраста, это показатель здоровья, показатель хорошего уровня тестостерона в организме мужчины. Хоть с возрастом он снижается, но все же его уровень можно контролировать и поддерживать. Это все в силах мужчины, в его желании это делать. Низкий уровень тестостерона у мужчины может вызвать постоянную усталость, снижение энергии, потеря мышечной массы, снижение сексуального влечения, проблемы со сном, повышение ломкости костей, снижение уровня гемоглобина в крови, нарушение жирового обмена, ожирению, апатии и депрессии. Можно проверить уровень тестостерона у мужчины самостоятельно, но это только приблизительно. Чтобы получить точные показания, необходим анализ крови в лабораторных условиях. Как же можно визуально определить гормональный сбой в домашних условиях? Такие признаки, как повышенное потоотделение, одышка, сухая кожа, выпадение волос у мужчин в тех областях, которых нет у женщин, например, на груди, излишняя депрессивность, частые перемены настроения, ухудшение сна, набор веса с потерей мышечной массы, признаки трансформации фигуры в женский тип, это большая грудь, широкие бедра, свидетельствуют о снижении уровня тестостерона. Также об этом свидетельствует снижение полового влечения. Народный способ, как проверить тестостерон у мужчин, это измерить талию. Если длина окружности, в зависимости, конечно, от крупноты мужчины, более 107-120 см, то это повод для более тщательного изучения проблемы. Далее мы проведем опрос, поэтому приготовьте листочек с ручкой, но перед этим хочу вам напомнить, что под этим видео вы сможете найти полезные ссылки на мои платные и бесплатные курсы по восстановлению и укреплению эрекции, контролю за семяизвержением, ссылку на новый уникальный метод по увеличению и трансформации полового члена. Также у меня вы там можете заказать сбор из специальных трав, которые укрепляют эрекцию и повышают либидо. Ну что, приготовили листок? Проведем небольшой тест для проверки уровня тестостерона в домашних условиях. Необходимо честно отвечать на все вопросы, вдумчиво, все ответы необходимо записывать. Будет 10 вопросов, я буду их читать. Если вы не успеваете, ставьте видео на паузу, отвечайте и продолжайте. Указывайте номер вопроса и ответ «да» или «нет». Ничего не приукрашивайте и не пытайтесь себя обмануть. Итак, первый вопрос. Сильно ли у вас снизилось половое влечение за последнее время? Если постоянная нехватка силы желания, то это тревожный знак. То есть, сильно ли снизилось у вас желание? Вопрос второй. Отмечается ли у вас недостаток энергии? Андрогены – это энергетическое топливо для организма, и если тестостерона мало, наступает упадок сил, теряется работоспособность, концентрация, воля к достижению результатов. Третий вопрос. Снизились ли у вас показатели общей выносливости? Снизились ли у вас показатели общей выносливости? Тут надо отвечать максимально правду. Если чаще приходит чувство усталости, нет желания проявлять любую активность, не всегда это лень, а возможно это повод для беспокойства. Вопрос 4.
Отмечается ли у вас уменьшение роста? Когда тестостерон в норме, он поддерживает плотность костей и мышечной массы на одном уровне. Сбой при выработке тестостерона приводит к хрупкости костей скелета, уменьшению мышечной массы, также может уменьшиться рост. Иногда это происходит с возрастом, но все же следует знать свой уровень тестостерона, чтобы не волноваться зря. Вопрос номер 5. Насколько у вас присутствует вкус к жизни? Здоровый мужчина знает, что жизнь – это масса впечатлений, эмоций, и даже в негативных ситуациях всегда есть польза. Когда низкий уровень тестостерона, все вокруг не радует и ничего не хочется делать. Вопрос 6. Напоминаю, отвечайте «да» или «нет». Есть ли у вас стрессы и стали ли они затяжными? Перерастают ли они в депрессию? Возникает ли раздражение по любому поводу? Если да, то пора проверить андрогены на концентрацию в крови. Возможно, есть отклонение от нормы. Причем в данном случае тестостерон может быть повышен, что тоже вызывает депрессию с проявлением агрессии и раздражения. Вопрос номер 7. Нет ли у вас изменений в сторону слабости эрекции? Нет ли у вас изменений в сторону слабости эрекции? Имеют ли место признаки вялости, общей тенденции к снижению? Эректильная функция напрямую зависит от количества андрогена. Нехватка провоцирует сбой в половой сфере. Вопрос номер 8. Осталась ли у вас физическая активность на прежнем уровне или снизилась? И снизилась ли интенсивность занятия спортом? При таких изменениях в организме точно не будет хватать тестостерона. Вопрос номер 9. Клонит ли вас в сон после еды, особенно после обеда? Приносит ли бодрость кофе и энергетические напитки? Да или нет? Это самый верный вариант проверки уровня тестостерона дома. Если к этому еще добавить набор массы тела, это явный признак сбоя и снижения андрогенов. Итак, 10-й и последний вопрос. Резко ли у вас снизилась работоспособность? Резко ли у вас снизилась работоспособность? Если на этот пункт ответ «да», и если у вас в тесте еще есть плюс к этому вопросу 3 ответа «да», особенно на вопросы про снижение либидо и эрекцию, то это свидетельствует о сильном снижении тестостерона в крови. Положительные ответы указывают на то, что нужно искать причину сбоя гормонов. И лучше поторопиться, чтобы не спровоцировать половую дисфункцию, заболевания мочеполовой системы и длительную депрессию. Если вы выявили у себя признаки, указывающие на снижение тестостерона, необходимо их подтвердить у эндокринолога после сдачи крови на исследование. Нельзя болезнь пускать на самотек. Без изменений в жизни мужчины уровень гормонов до нужного показателя точно не поднимется. Чтобы иметь хорошее здоровье, уверенность в себе, хорошую самооценку, подтверждать ее победами в постели, необходимо поддерживать, а иногда и восстанавливать уровень тестостерона. Как привести его в норму, об этом я рассказываю практически во всех видео на своем канале. Много информации в моем видео про питание, про настои и чаи. Также в роликах с комплексом упражнений физических, направленных на укрепление эрекции. Кроме того, можете ко мне обращаться за консультациями, которые бесплатны. Контакты для связи со мной, а также ссылки на мои курсы для мужчин вы найдете под этим видео. Да пребудет с вами мужская сила. До свидания.